Да. Здесь краткосрочные процессы длиною в один месяц. Сравниваем декабрь с, естественно, ноябрем месяцем. Здесь и новое жилье, видите, и старое жилье. Давайте то, что я подробно говорил вам в течение 20 минут, а здесь подытоживающие данные. Итак, новое жилье в Никосии, оно, ну, я выделил новое и старое только в городе, в муниципалитете Никосия. Почему? Потому что там явно есть и новое жилье, и старое жилье. А все остальные здесь смешанные выборки. Итак, мы видим, что за месяц на 0,71% новое жилье подорожало. Также ну, видим, что апартаменты новые и старые, но уже по всей епархии, по всему, так сказать, провинции видим, что 2080, нет, 2008 евро квадратный метр. Ну, это среднеарифметическое, сюда и вошли, видите, Никосия, Агиос Деметриус, Стравалас, Логотомия, Лаци и Дали. То есть вот это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. Сравнивая, естественно, декабрь 2025 года, 2008 евро за квадратный метр по целой провинции, это старое жилье, с ноябрем 2025 года это 1996 евро, мы видим, что динамика роста, друзья, за месяц 0,61%. Единственный у нас муниципалитет, город Дали, показал динамику отрицательную, то есть это динамика снижения на 0,28%. Ну и последний, друзья, слайд, подытоживающий, так сказать. Здесь мы видим период сравнения у нас, год. Совершенно верно, да, мы видим год. А давайте-ка я вот попробую. Ну ладно. Итак, вверху можете прочитать. Значит, новое жилье подорожало на 4,5%. Это у нас, видим, Никосия. Индекс положительный, единичка, запятая, 0,40. Ну, что такое индекс, друзья, рынка недвижимости? Это макроэкономический показатель, который характеризует состояние рынка недвижимости. Немного расскажу о себе, это, так сказать, реклама, да? В Украине компания Lim Consulting и я, скромный ваш слуга, одни из немногих, а точнее, наверное, там несколько компаний, две компании, которые считают индексы рынка недвижимости. И, в общем-то, эти индексы готовят для крупных банков, которые работают на территории Украины. Ничего подобного, друзья, на Кипре никто не делает. Но вот видите, я пытаюсь показать, что для финансовых учреждений там специалисты, которые работают, они знают, как хорошо меняются деньги во времени, стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине и на Кипре знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И вот на примере вам нового жилья в муниципалитете Никосия показываю, как он считается. 2982 евро стоимость квадратного метра делим на 2866 евро и получаем рост в годовом измерении 4,05%. И индекс положительный единичка, запятая 0,40. Поэтому, друзья, кто меня смотрит, кстати, мои видео озвучиваются на греческом языке, озвучиваются дубляж, то есть дублируется на греческом языке, на английском языке можете послушать, на испанском, на немецком, на французском и итальянских языках. Все вы это можете послушать на том языке, который более вам приятен. Но цифры, понятно, что их не надо переводить, они понятны. Поэтому, друзья, кто работает в финансовых учреждениях, это управление по рискам, как правило, не стесняйтесь, в описании канала есть мой Viber телефон. Звоните, составим техническое задание, и финансовые учреждения будут получать полную картинку, что происходит с недвижимостью, под которой их финансовое, то или иное финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Это архиважно
для мониторинга залогового портфеля недвижимости для любого финансового учреждения. То есть или делать это самостоятельно, но, скорее всего, таких специалистов здесь нет. Если в Украине их нет, то здесь, наверное, тоже нет. Поэтому лучше нанять компанию, которая будет это делать. Вы можете поинтересоваться, кто такой Андрей Гусельников, какая компания Alim Consulting, то есть и увидите, что ничего плохого обо мне вы не услышите, а наоборот, вот эти все компетенции, которые я вам показываю, рассказываю, они присутствуют. Присутствуют как лично у меня, так и, в общем-то, у компании. Итак, переходим к старому жилью. Видим, что средняя стоимость квадратного метра 2008 евро за квадратный метр, это декабрь 2025 год, и декабрь 2024 год, это до 1963 евро за квадратный метр, что показало динамику роста плюс 2,32%. Рост видим положительный в целом по муниципалитетам, так и в целом по провинции. И индекс положительный 1,023. Друзья, вот теперь давайте, я хотел, помните, я вам говорил, что такое рост стоимости адекватный или же неадекватный. Вот здесь вверху вы видите макроэкономические показатели. И вот давайте, ну, видите, ВВП – это официальные данные, которые публикуются Евростатом. И я вам показал инфляция, да, там вот у меня не вижу, почему-то закрывает картинку. Ну ладно, я на память помню, что 2020, вот этот пятый год, который прошел, о котором мы сейчас говорим, планировалась инфляция 2%. Я думаю, что в феврале инфляция будет не 2%, а в феврале будет статистика, это будет, я думаю, что 2,5–3%, это вот, ну, что называется, не надо даже придумывать. Я почти в этом уверен, что порядка 3% будет инфляция в 2025 году. Была, вернее, да, уже прошел год. Что такое инфляция, друзья? Напомню вам, есть закон стоимости, и он гласит о следующем. Экономика любого, так сказать, любой страны работает адекватно, когда количество выпущенных денег, в том числе и фиатных, и бумажные деньги, там есть агрегат М0, М1, М2 и так далее, то есть все деньги, которые есть, они не превышают выпущенного товаров и услуг. То есть вот этот некий баланс, который позволяет не развиваться инфляционным процессом. Как только включается печатный станок, появляется больше денег, эти деньги сразу же обесцениваются, включаются инфляционные процессы, и, естественно, за обесцененные деньги вы все меньше и меньше можете приобрести товаров и услуг. Напомню вам, что недвижимость является таким же товаром. Так вот, при инфляции 3% годовых, как я себе предполагаю, сейчас пока 2% показано, а рост стоимости в целом видим, провинции 2,32%. Это вполне адекватное поведение рынка. Почему? Потому что именно настолько, насколько девальвировала евро, настолько и выросла стоимость квадратного метра практически по всей, так сказать, провинции. Наибольше всего выросла стоимость квадратного метра, мы видим, что в Латвии за год. Нет, я прошу прощения, ошибся, в Страволос, да, Страволос на 3,60%. Дальше мы видим Агиос Дометиус 3,54% за год выросла стоимость квадратного метра. И Никосия выросла на 3,5% за год. То есть, по сути дела, ваша недвижимость не обесценилась, в отличие от недвижимости, которая находится в городе-муниципалитете Дали. Здесь снижение на 2,5%, да плюс еще инфляция на 3%, то вы можете понимать, что произошло с недвижимостью, насколько она подешевела. Поэтому, друзья, также можно посмотреть, и я это буду готовить уже ежемесячно. Пассивный доход. Поговорим по пассивном доходе, то есть недвижимость может генерировать денежные потоки, если ее сдавать в, так сказать, аренду. И этому посвящу отдельное видео.
И каждый из, так сказать, собственников недвижимости на острове Кипр может посчитать свой пассивный доход и, в общем-то, понимать, насколько инвестиции в недвижимость выгодны или же невыгодны. Все это я дам с цифрами, посчитаем вместе, я думаю, будет достаточно интересно. Ну а пока, друзья, заканчиваю показ данного видеоролика. Помните, что я, скромный слуга и компания Olymp Consulting, готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте там лайки, дизлайки, это приветствуется. Говорят, алгоритм у YouTube, в общем-то, любит, когда некую активность проявляют люди, которые смотрят. Ну, а еще вы должны помнить, что для того, чтобы не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр, южной его части, вам необходимо, что, еще раз говорю, смотреть мои видео ни больше, ни меньше. Итак, друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.